Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. День рождения Тучки. Ура! Победа! Ладно, пора расходиться по домам. Да, уже темнеет. Подождите, у меня небольшое объявление. Приглашаю всех завтра ко мне на день рождения. Я приготовлю северные угощения и развлекательную программу. Будет весело. Здорово! Жду всех к 5 вечера. До встречи. Так, список готов. Теперь надо все проверить. Граммофон на месте. Ягоды для торта, мороженое сушатся. Заготовки для бумажных фонариков. Порядок. И обязательно прибраться. Да, дел завтра много. Встать придется еще до рассвета. Спать осталось всего пару часов. Ох, что там у меня по списку? Только не спать. Пусть клей подсохнет и останется только разукрасить. Ого. А пока можно заняться тортом. Так, еще немного. Ого. Пусть варится, пойду достану проигрыватель. Ой, осталось подобрать пластинки. О, краски. Фонарики, наверное, уже высохли. Ой. Ох. Кажется, готово. Можно заливать в формочку. Надо поставить его в холодное место. С днем рождения! Я не спал. А где обещанная вечеринка? У меня почти все готово. Вот торт. Это торт? Ага. Сейчас включу музыку. Пластинки во дворе, на веревке. А что они там делают? Сушатся. Они же покрашены. А это что? Ой, фонарики. Фуф, это был всего лишь сон. Скорей за уборку. Пойду за граммофоном. Тученце, именинник, выходи! Как? Уже 5? Никого нет дома. А чей тогда голос? Не знаю. Ничей. Выходи уже! Простите, но в этом году мой день рождения отменяется. Почему? Я хотел подготовить все как следует, но так крепко уснул, что ничего не успел. Ерунда! Мы тебе поможем! Правда? Конечно! А теперь
подарки. Жемчужина севера из чистого шоколада. И набор праздничных свечек для торта. Пластинка с голосами птиц. А у нас настольные игры. Вот здорово! Спасибо, друзья! Приглашаю всех за стол. Фото на память. Гости с севера. Вместе по лесу идут, собирают шишки и на-на. Тученция, тучка, выходи. Привет, Иннокентий. Привет, пойдем на речку. Там сейчас все соберутся. Спасибо, но я, пожалуй, дома посижу. Сегодня слишком жарко. Но то и лето, чтобы жарко было. Да уж, поскорей бы зима. Пойду почитаю книжку про север. Вот бы сейчас туда. Ну, ладно, как хочешь. Всем привет. Привет. А где Тучка? Дома остался. Говорит, что не нравится ему жара, и он хочет обратно на север. Как? Мы не можем его отпустить. Надо что-то придумать. Кажется, я знаю. Чтобы Тучка не уехал на север, нужно, чтобы север приехал к нему. Отличная идея. Устроим для Тучки зимнюю вечеринку посреди лета. Здорово! А как мы это сделаем? Нарядимся в северных зверей и пойдем в гости к Тучке. Вот он обрадуется. Тогда нужен снег. Какая зима без снега? Снег я беру на себя. Есть кто дома? Да-да, сейчас. Ой, здравствуйте. А вы кто? Я белый медведь. Я арктическая лиса, а это моя полярная чайка. Мы северные волчата. А я пингвин. Мы туристы с севера. Узнали, что в этих краях живет белый медведь по имени Тучка, и решили зайти. С севера? Вот здорово! Надо познакомить вас с моими друзьями. Они вам очень понравятся. Друзья никуда не денутся, а мы скоро уедем. Пойдем с нами. Ого! Снег посреди лета! Ничего себе! Да, самое время отдохнуть по-северному. Ну что, пора подкрепиться. У нас осталось что-нибудь вкусненькое с севера? Да, пироги с апельсином и шоколадной крошкой. Странно, на севере же нет апельсинов. Он имел в виду север Африки. Да, мы там тоже были. Проездом. Ого! Нужно обязательно позвать на пироги моих друзей. Я уже так по ним соскучился. Наверное, Кеша у кого-то в гостях. Ой, никого нет. Эх, куда же пропали мои друзья? Может, уехали из-за внезапного снегопада? Точно! Тогда поскорей бы опять наступила жара. Может, пойдем пока на коньках покатаемся? Спасибо, что-то настроения нет. Жаль, я проводил недостаточно времени с друзьями. А вдруг они вообще не вернутся? Ты точно хочешь увидеть своих друзей? Да, очень. На самом деле, мы и есть твои друзья. Да нет, я про старых друзей. Кешу, Лисичку, Саню, Соню, Валю. Так это были вы? Да,
решили, что ты затасковал по северу и хотели тебя порадовать. Вот это да! Спасибо большое! Я так рад вас снова видеть! И больше не хочешь на север? Без вас мне никакой север не нужен. Ой, забыл. Я же еще кое-что приготовил. Вот это да! Вы самые лучшие друзья на свете. Конькобежцы. А еще я научился шестерной прыжок делать. Кеша, это невозможно. Даже самые лучшие фигуристы делают только четверные. Не веришь? Сейчас покажу. О, Валя, Саня, вы тоже кататься пришли? Да, только пока что не очень получается. Ха, за всех не говори, у меня все получается. Да вы что, оба кататься не умеете? Ерунда, я вас научу. Главное, коньки нормальные раздобыть. Коньки тут ни при чем. Надо сначала научиться ногами правильно двигать, равновесие держать. Чего? Да глупости все это. Нет, не глупости. А давай проверим, чей способ лучше. Ты тренируешь Валю, а я Саню. А потом устроим соревнования. По рукам. Во-первых, надо уметь правильно затачивать коньки. Смотри. Ого, целая наука. Сейчас попробую. Ну, для первого раза неплохо. Вот что я скажу, новичок. Тренировки – это для неудачников. Продвинутые спортсмены полагаются на технику. Ух ты, пойдем скорее опробуем. Запускай! Класс! Я же говорил, техника решает. Только это, на других коньках так не получится. А зачем тебе другие, когда у тебя коньки чемпиона? Ну да. А давай посмотрим, как там дела у конкурентов. Пошли! Вот так. Повторяй. Уже лучше. Тренируйся. Терпение и труд все перетрут. Ага, перетрут. Ого, вот это старт! Валя, молодец! Ничего себе! Это мой брат. Вперед, Саня! И это танец! Саня, покажи класс! Что это? Это называется опозориться. Нет, я сейчас. Все будет.
и Кеша. Полная ерунда. Надо было по-настоящему учиться, как Валя. Спасибо. Ладно, ладно. Твой способ эффективней. Но мой все равно эффектней. Рободруг. Так, еще одна готова. Привет, тученцы! Пошли в футбол играть. Я такой финт научился делать. Через себя с разворота пяткой. В общем, идем скорей. Кеш, не сейчас. Мне надо с грибами разобраться. Ну вот. И долго тебе еще? Думаю, до вечера. До самого вечера? Ну и сиди. А я найду с кем поиграть. Ну, прости, я постараюсь побыстрее. Честно. Грибы он сушит. Ладно, ладно. Что ж, если друг не хочет с тобой играть, надо вместо него изобрести нового, правильного друга. Супер! Осталось его запрограммировать, и у меня будет лучший на свете рободруг. Так, добавить команду «Любить футбол». Подтверждаю. Готово! Ну как насчет погонять мяч? Отличная идея, Иннокентий. Отлично поиграли. Надо передохнуть. Передохнуть. Неизвестная команда. Может быть, еще поиграем? Нет, так не пойдет. Добавить команду «Уставать и отдыхать». Подтверждаю. Что-то я устал. Прилягу, отдохну. Ну, не молчи. Друзья обычно разговаривают. Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Да нет, ты не понял. Расскажи какую-нибудь историю. Про удивительных животных, например, про север. Неизвестная команда. Так, добавить команду «Рассказывать про север». А что рассказывать-то? Это надо у Тучки спросить. Эх, ладно, обойдусь без историй. Пойдем играть в пиратов. Кеша, я освободился. Можем поиграть. Кеша, ты дома? Странно. И куда он мог деться? Кеша! Кеша! Это будет наш фрегат. В моей базе данных фрегат описан по-другому. А это называется плот. Нет, фрегат, а я его капитан Иннокентий по прозвищу Гроза морей. Информация принята в обработку. Ты тоже должен придумать себе пиратское прозвище. Придумать. Недоступная функция. Ладно, будешь стальным черепом. Вперед! К острову сокровищ! Отдать швартовые! Ты чего? Это же вода! А ты электрический! Намокнешь, сломаешься! Разве не понятно? Ну ладно, сейчас. Так, добавить команду «Беречь себя». Теперь можно плыть. Вот он, остров сокровищ. Там полно злобных туземцев. Стальной череп, ты останешься на корабле и будешь прикрывать меня с моря. А я отправлюсь за сундуком с сокровищами. Информация принята. Намокнешь, сломаешься. Себя надо беречь. Произвожу отмену игры в пираты. Возвращаюсь на базу. Эй, ты куда? Вообще-то друзей в беде не бросают. Неизвестная команда. Вот тебе и друг. Ты где? Тучка! Тучка! Дружище! Я здесь! Держись, я сейчас.
ты подоспел. Ча! Сейчас чаю выпьем, согреемся. Ой, а это что? Да так, хотел сделать твоего робота-двойника, но понял, что настоящего друга никто не заменит. Мусорный монстр. Ох, что-то я больше не могу. Ну, если Кеша наелся, значит, пикник удался на славу. Ой, кажется, дождь начинается. И правда, давайте мусор уберем и домой. Да ладно, в следующий раз. А то вдруг не успеем и под дождь попадем. И вообще, сил сейчас нет, а мусор не убежит. Да, как-нибудь потом. А костер кто будет тушить? Эх, Наконец-то! Погода хорошая. Обожаю пикники. Да, я уже соскучился по сосискам на костре. Ничего себе! Кто-то завалил наше любимое место мусором. не кто-то, а мы. Точно! Мы же решили в другой раз его убрать. Вот именно, так что за работу. Уберемся после пикника, а то на отдых сил не останется. Кеша дело говорит. Только надо место другое найти. Не сидеть же среди мусора. Вон там под деревом будет здорово. Но после пикника надо обязательно убраться. Да, конечно. Ну что, отдохнули? Пора за уборку. Ну ладно, ладно, сейчас. Да здесь целая гора. И там гора. А давайте весь мусор в одну кучу сгребем. Будет одна общая лесная свалка. Так мы весь лес замусорим. Природу надо беречь. Тученца, не будь занудой. Где-то же надо мусор складывать. От одной свалки ничего с твоей природой не случится. Все за мной! Ну вот, что же делать? Лови, крученый! Эх! Саня, ну ты и растяпа. Да я меча не вижу. Темно уже. Пора по домам расходиться. Саня прав. Всем спокойной ночи. Ой, что это там? Это какое-то чудище. Да, я мусорный монстр. Я пришел за вами. Ха-ха-ха! Не уйдете! Все равно я вас съем! Не надо было мусорить в лесу. Что же теперь делать? Думаю, надо попросить прощения. Точно. Прости нас, мусорный монстр. Мы все уберем. Да, и больше никогда не будем мусорить. Обещаете? Обещаем. Ну ладно. Смотрите у меня. Вы как хотите, а я прям с утра на уборку. Ну вот и все.
Как хорошо и чисто здесь стало. Видите, это не так уж и сложно. А новый мусор куда бросать будем? Вот сюда. Это для пластика, это для стекла, а это для бумаги. А с этим что делать? Есть у меня одна идейка. Изобрету мусороперерабатывающую машину. Буду мусор превращать во что-нибудь полезное. Здорово! Ну что, на перегонки? Все получится. Итак, нападающий Тучка проходит игрока справа, проходит по центру и бросок в прыжке. Нет! Ну вот опять промазал. Ладно, Тучка, не расстраивайся. А хочешь, порисуем? Ладно, давай порисуем. Тучка, это такой рисунок. Граффити называется. Вот, смотри. Ух ты! А дай я попробую. Как там? Ага, ага. Ого, как здорово! Это зайчик? Вообще-то это цыпа. Да ну эти граффити. Давай лучше на самокатах покатаемся. Ну вот, и колесо сломалось. Ну как теперь кататься? Ну, Тучка, не расстраивайся. Может, починишь? Ну уж нет, только хуже будет. Ничего-то у меня не получается. Пойдем лучше к Кеше, он починит. Эх, переворот! Вот это я молодец! Ого! Привет, Кеша. Ты летаешь? Ага! Первый в мире летающий Кеша приветствует своих друзей! Как круто! Да с этим ранцем что угодно делать можно! Кеша, а дай мне попробовать. Ну, пожалуйста. Держи, Тучка! Кеша, вот спасибо тебе. Ты настоящий друг. Так, ну что, испытаем тебя, суперранец. Что тут у меня не получалось? Баскетбол. Юх! Получилось! Да я теперь с таким ранцем, что хочешь смогу. Еха! Ой, нет, только не сейчас, ну, пожалуйста, работай! Так, это сюда, это вот сюда, гайки сюда, а это... Кеша, пожалуйста, почини мне ранец. Подожди минутку, сейчас я только вот с этим закончу. А что ты делаешь? Давай я тебе помогу. Да вот, детали. Эти сюда, эти вот сюда. Так, это я сейчас, я быстро. Ого, Тучка, ну ты даешь. Здорово ты! Прям как баскетболист настоящий. Да ладно, Кеш, ну что там с ранцем? Тучка, да сейчас. Вот только мне это... Мне ракету красить надо. Поможешь? Где у тебя краски? Как здорово! А я и не знала, что ты так рисовать умеешь. Ну ты даешь. Необычно, конечно, для космоса, но здорово. Да ерунда, ранец починишь? Я ранец-то, конечно, починю, но мне вон еще колеса прикрутить надо.
Ну все, готово. Давай делай ранец. Тучка, знаешь, я тут подумал, да зачем тебе этот ранец? Да, Тучечка, ты ведь сам все умеешь, без всякого ранца. Да? Что, правда? Да, Тучка, а ранец я тебе просто так сделаю. Летай себе на здоровье.